такая красота. Сегодня 1 мая 2025 год. Я хожу гуляю по полям недалеко от моего дома. И с какой целью? В общем-то, цель я себе такую интересную придумал. Хочу я все-таки пройти Jakobsweg. И, наверное, из Германии это что-то порядка 2500 километров. После последней поездки там вот Амстердам, Брюссель, Париж, я почувствовал, что действительно для меня главное в этих путешествиях это идти по маршруту, скажем так. Я расстраиваюсь, если я что-то не выполнил запланированного и так далее. В общем, красота мест, архитектуры и там достопримечательности городов, это тоже важно для меня, но, скажем так, как дополнение, я бы так сказал. Соответственно, я сделал для себя вывод, что я должен осваивать пеший туризм, начинать с гор. Возможно, здесь у меня рядышком в 100 километрах есть Гарц, так называемый. Вот. И готовиться таким образом к прохождению Jakobsweg. Но не в каких-то там духовных целях. Ну, это тоже, как бы, как говорится, приятный бонус. А с целью, скажем так, увидеть, во-первых, если я пойду из Германии, я увижу очень много Германии. Плюс я могу еще и нарисовать себе такой путь, который максимально, да, будет интересным. Потому как пути Якова, они многочисленны. И это не один проходит по Германии. Там можно и через Баварию, в общем, зацепить по-всякому. И, соответственно, я увижу и Францию, и Испанию, и, может быть, даже как-то петляну на Португалию. В общем, не могу за это сказать точно, как это будет. Ну, в общем, в планах пока так. Но при этом я и хочу идти довольно бодро. Я рассчитываю, что я буду в день проходить порядка 50 километров. Ну, вернее, это я так хочу, конечно, как там получится, не знаю. Ну, в общем, пока в режиме тренировок я буду максимально наращивать свои объемы ходовые. Я стараюсь чередовать грунтовки с асфальтовым покрытием, потому что и на пути теоретически так это будет выглядеть. В общем, есть, конечно, много нюансов с этой моей затеей. Дело в том, что через 2 недели у меня экзамен, если это можно так назвать, в общем, Leben Deutschland. Программа такая идет в интеграционном курсе совместно. То есть язык я уже сдал. Скоро должен прийти ответ. Ну, как бы я и так знаю, что там А1, в лучшем случае А2, так как я его не учил. Вот. А Leben Deutschland это, ну, в общем, политическая составляющая для иммигрантов. Они должны разбираться, что как в Германии устроено и так далее. Вот. Ну, с этим, я думаю, проблем у меня не будет. Я не особо на уроках тоже учу это все, но получается дома сам решаю билеты и все такое. Вроде получается, тестовые экзамены я сам сдаю и все окей. Значит, после сдачи этого курса, я так понимаю, меня вызовут в джоб-центр. Это биржа труда немецкая, в которой я, естественно, состою как получатель пособия. Я здесь не работал. И как приехал, я здесь уже больше года. Наверное, скоро 1,5 даже будет. Ну, пока там года и 4, наверное, или 3 месяца. Вот. И, соответственно, скажут, что ты думаешь, дружок, дальше делать. Ну, наверное, так. То есть у меня каких-то планов на работу нету совершенно. Желания работать тоже нету никакого. Вообще считаю, что у меня сейчас, я так называю это, расстройство социального поведения. Ну, по факту это кризис среднего возраста, видимо, наступил. И я вообще долгое время не понимал, как бы, что я хочу, даже там, не говоря уже про дальнюю перспективу, даже в короткой перспективе, там, а-ля первые ближайшие там месяцы, я не знал, что я хочу делать в них, да. То есть ходил там на эти курсы, как-то валандался, что имею плохие привычки, например, просмотр ютуба в каких-то там больших сильно количествах.
В общем, собираю всякую ненужную информацию в свою не сильно умную голову. И от этого еще как бы хуже. Толком я ее как-то применить не могу. И зачем она мне нужна? В общем, как-то методом перебора, чтобы мне могло быть интересно, я пришел к тому, что надо попробовать, раз я уже в Европе, и не факт, что надолго. Может быть, надо ее посмотреть. Ну и таким образом я начал что-то куда-то кататься. И вот выкристаллизовалось понимание, что я пока хочу вести бродячий образ жизни. Ну, то есть путешествовать где-то. Сначала я попробовал, да, самолетами, автобусами, поездами. Немножко, да, поездил. Вот сейчас я чувствую, что надо переходить на пешую форму. И с тех причин, что я озвучил, мне нравится просто выполнять эти маршруты, которые я себе придумываю. Но и с позиций того, что, наверное, сюда пойду, финансовая часть важна, так как денег у меня нету, живу я на пособие, грубо говоря, в семье у меня тоже не все хорошо. С начала войны, в общем, ну не с самого начала, а в общем жена когда уехала в Германию с детьми, я остался один и начал, скажем так, перебирать, анализировать наши проблемы, да, семейные, почему, что, как так вышло. Там первое время я думал, надо как-то быстрее попасть к ним, либо чтобы они там уже, если стало чуть у нас поспокойнее, я подумал о том, чтобы они вернулись. Ну, как-то это совсем там мало было, да. Я все-таки добра желаю и жене, и детям при любом раскладе, поэтому особо как-то там не просила их возвращаться и так далее. Это, может быть, это я так уже анализирую свои ощущения. Мне, конечно, наверное, было приятно, если бы они вернулись. Но, с другой стороны, я бы, наверное, сразу начал переживать, да, за это. Вот. Ну, в общем, что-то я разошелся не в ту степь. Значит, да, в семье... не так немножко. Вернемся к тому, что жена, дети поехали в Германию. Соответственно, я остался один, провел анализ семейной жизни нашей, да, там почти 20-летней. Я осознал, что не стоило нам ее начинать. То есть куча у нас проблем, и все они связаны с банальной нашей несовместимостью. То есть мы как кардинально разные люди по основным двум факторам, которые, я считаю, мешают нам нашей совместной жизни. Вернее, они не то, что мешают, они делают ее, скажем так, некачественно, неэффективно, и это только моя точка зрения. То есть это я как бы могу посчитать, да, там, понять, что меня это не устраивает, и я считаю это именно таким некачественным и неэффективным. Это воспитание детей, первая вещь, и вторая — это финансовый вопрос, то есть отношение к деньгам. Это то, в чем мы с женой категорически не сходимся. Это главное, как бы, да, камень преткновения, а в остальном там, наверное, не существует ни одной темы, по которой бы мы сказали, да, согласны оба одинаково. То есть у меня будет свой взгляд, у нее совершенно обычно противоположный. Неважно, там ножницы возьмем, вот это ножницы, да, это ножницы, но это, ножницы для чего? Для бумаги, да ну для какой бумаги? Это ножницы для стрижки. Ну, я, конечно, утрирую, высасываю из пальца пример, но тем не менее что-то вот похожее. Я не знаю, за ветра что-то будет слышно, вообще нет. Да, смысл такой глобально. И, соответственно, вместо того, чтобы в одну дудку как бы играть, там, воспитывать детей, так как кто-то из нас считает нужным, а второй не мешает, да, там, или как бы было бы чудесно, если бы мы совпали в этом плане. И вообще тогда, да, было замечательно. То есть мы всю жизнь потратили на споры, решения этих споров и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это я не буду сильно углубляться. Смысл в том, что когда уже так случайно получилось, что я приехал в Германию, уже и дочь со мной старшая успела пожить, в общем. И когда мы сюда вернулись, вернее, она вернулась, а я приехал с ней, оказалось, что, ну, в надежде еще, да, что я там как бы просто одичал, там, и вот эти все дурные мысли, это просто мысли, то как раз здесь, когда жена уже почувствовала самостоятельную жизнь, она, наоборот, только подтвердила мои, скажем так, в этом плане раздумья. И мы, конечно, попробовали первое время как-то пожить, ну, попытаться, да, восстановить семейные отношения, но вышло
что не получается. Я уже привык к одиночеству, и она привыкла к самостоятельности, а я сам по себе такой еще тиран, то есть люблю всех подчинять, подавлять и так далее. Ну, как всех, ее точно, потому как жил я только с ней 20 лет. Вот, ну и пришли к выводу, что все-таки да, наверное, она где-то, я так понимаю, не сильно в это верит. Ну, а я решил, что обязательно мне нужно из семьи уходить, а ей нужно искать там себе нового партнера, либо жить самостоятельно. В общем, как-то так. Дети со мной уходить не хотят. Я прекрасно, конечно, их понимаю. Вот, ну, как-то так. Пока живем мы вместе, но уже, скажем так, как де-факто разведенные. Там совместный быт, это все, естественно, есть, но, скажем так, на низком старте. Вот, поэтому семья меня не держит. Это такое долгое объяснение. Соответственно, вернусь теперь к тому, что меня вызовет джоб-центр и скажет, надо что-то делать. И вот от того, что он скажет, я уже буду, вообще не планирую, что я там буду, как там. Буду просить о повторе языка, не буду, наверное, буду. Его сейчас не дают, но я что-то буду такого плана говорить. Мне важно оттянуть момент, когда они меня захотят, скажем так, насильственно трудоустроить, либо как-то, ну вот, что-то подобного плана. Потому как я собрался, как минимум, пока я здесь, сделать вот эту вещь. То есть пройти этот путь, посмотреть Европу, проверить свои силы. В общем, я думаю, это будет для меня очень интересно и познавательно, скажем так. Ну и физически я не уверен, конечно, это звучит настолько дико, там, проходить день по 50 километров, когда я, скажем так, в жизни больше, наверное, 30 не ходил, и то в этих вот поездках своих, там, неделю, да, ух ты, наездник. Неделю я был, последняя поездка, я там ходил где-то, ну, наверное, от 20 до 30 километров в день, то я падал без задних ног в хостеле, просто там ноги болели первые пару дней, и тяжело было даже заснуть. Вот, подготовка нужна серьезная, и, ну, мне этот вызов интересен на данный момент. Как это получится, не знаю, там какие-то маленькие эти пособичные мои деньги есть, и я часть их отдаю в кассу в общак семьи, там за проживание, скажем так. Вот, какая-то часть небольшая у меня остается. Я трачу мало, поэтому на такой режим, как я себе вижу, пешего туризма, у меня должно хватить. И плюс я еще к чему склоняюсь. Довольно здесь штука рискованная в Европе. Это дикий кемпинг, скажем так. Как он будет выглядеть? То есть я хочу идти с палаткой и по максимуму жить в палатке, ночевать. Не в альбергах, которые приюты для паломников, ну только при крайней необходимости там покупаться, что-то такое, в каких-то муниципальных, бесплатных, условно, там или за небольшие донаты. То есть я там буду, наверное, останавливаться. В остальном я рассчитываю только на свои силы и на автономное проживание. Во-первых, это мне импонирует по характеру. Я не люблю общество людей, стараюсь его избегать обычно, и я люблю быть автономным и независимым ни от чего. Поэтому так и буду выстраивать это путешествие. Как это, конечно, получится, пока неизвестно, но я, по крайней мере, буду стараться. Вот как-то так. Такие мысли. Такое на сегодня видео я записал. Не знаю, потом включу я его куда-нибудь или нет. В общем, хочется, конечно, этот весь путь в первую очередь для себя сохранить, чтобы, может быть, там когда-нибудь в старости пересмотреть с удовольствием. Также я первым делом, что я сделаю, это я куплю дрон какой-то, возможно, мини-мини совсем, возможно, маленькую FPV-шку типа Neo. В общем, для того, чтобы, во-первых, снимать всю эту красоту, которая будет меня окружать, и там вот в старости не только свое брюзжание слушать, а еще и красивый вид видеть. А во-вторых, мне тоже как бы интересно эту тему изучить. Она сейчас в связи с войной в Украине у нас, она настолько актуальная. Мне кажется, если человек не разбирается, особенно мужчина до 60 лет, скажем, потенциальный солдат, не разбирается в теме FPV и дронов, то это, можно сказать, ну, очень плохо. Это хорошая возможность для меня будет что-то новое изучить. Не то, что я там планирую воевать или как-то я не призывной по нынешним законам, и желания такого вообще не имею воевать и внутреннего, поэтому дай бог мне это не пригодится с этой точки зрения. Ну, тем не менее, как бы я считаю, что это сейчас важная, скажем так, в мире вещь.
вроде искусственного интеллекта, да, тема FPV, пускай она узкоспециальная пока что, но тем не менее ее знать и уметь я для себя был бы рад, скажем так. Вот такие планы пока что. Шел я шел и к моей будущей работе дошел. Это я так прикалываюсь, конечно. Вряд ли мне тут доведется поработать. И я так понимаю, что, может быть, и устроиться не так уж легко сюда. Ну, кто как говорит. Кто-то говорит, вообще язык не нужен. Кто-то говорит, набирают по таким условиям только когда у них горячий аппарат, там какие-то праздники и так далее. В общем, на короткие контракты. Не знаю. В общем, мне это не очень интересно. Это я так для себя там в голове держал. Но если что, на складе поработаю. Когда-то в далекой молодости я работал на складе сборщиком товаров ночным. В общем, был такой опыт. Меня это не пугает. И, в принципе, у меня есть идея, как можно зарплату условно небольшую Амазона немножко увеличить с помощью самозанятости, скажем так, не противозаконная, а вполне легальная, но это пока только теория. Это если вдруг все-таки мне придется работать где-то, чего я, как и сказал, не особо хочу. Не горю таким желанием, я думаю, как-то я выживу на свое пособие, когда его не будет, я тогда об этом подумаю. Вот, значит, включился я зачем? Хочу сказать по поводу подготовки. Довольно интересные мысли возникают по поводу обуви. Вот сейчас иду в Хоках. Я где-то каждый день прохожу километров, стараюсь там последнюю неделю, может меньше, там дней 5. Прохожу километров по 10 и стараюсь в этой вот Хоке. Еще там бывает в Under Armour своих хожу. О, блин, тут тупик, короче, а как же мне... Ладно, сейчас я разберусь, как выйти отсюда, и дальше потом расскажу об обуви. Ну что, я, можно сказать, уже первый тест сдал. В общем, вылезу там вот из-за фур. Оказывается, тут нету никакого пути. Вот такой вот вдоль поля идет, блин, рык. В общем, через эти два река поперепрыгивал как-то. Вот там вот все в крапиве, короче. Я ж в коротких носках. Ну, в общем, типичный, блин, лохотурист. Ну ладно, как-то буду учиться на маленьких препятствиях, скажем так. Да, вот по поводу подготовки как раз уместно будет сюда вставить. Про Хоку я рассказывал. Хожу в Хоке, да, ну у меня очень много обуви разной, но оказывается подходящей для похода и нету. Вот я сейчас только в процессе этой небольшой подготовки спонтанной, да, начинаю понимать, что а в чем идти вообще? Большой вопрос, да? Ну, а я из таких людей, что особо там, ну, как бы, ну, авторитеты это хорошо, то есть там всякие туристические каналы, это, безусловно, я смотрю, и как бы в обуви сам очень хорошо разбираюсь, вот, но когда сталкиваешься сам, да, и вот у меня есть понимание, как будет выглядеть мой там ходовой день и все такое, я понимаю, что именно той пары, в которой бы я шел, и какой-то запасной еще там пары, допустим, на дождь или чего-то у меня нету. Вернее как, обуви на Гортексе очень много, мембранной, но появляется осмысление того, что как я буду идти по каким странам и в какой температурном, в каком режиме, да, ну я думаю, ну максимум, наверное, конец лета, начало осени надо делать этот свой путь. И что там будет за температуры, возможно, для Гортекса они и чересчур велики, потому что все-таки Гортекс обувь, скажем так, она для, ну, узкоспециализированная, я считаю, она нужна только для того, чтобы бороться с влагой, ну там дождь какой-то такое. Я ношу такую обувь только в сезон осени, зимы, там хоть украинской, хоть европейской, там на снег на какой-то, под ливнями такими, что со штанов в кроссовки затечет, я никогда не ходил. И это именно вот тот момент, когда ты можешь идти в кроссовках на Гортексе, либо в ботинках в надежде защитить ноги от промокания. Тут как бы надо учитывать, а что будет у тебя выше ног. То есть это нужны какие-то гетры, бахилы, либо что-то еще. Ну, гетры, да, скорее всего. Либо штаны какие-то, быстросбросы, которые
ну, тоже с них может затекать. В общем, тут комбинация целая нужна. В общем, вот эти моменты тонкие, их нужно продумывать вот сейчас как раз. Поэтому я пока что озадачен тем, как мне идти. И вот исходя из того, что я сказал по поводу температурного режима, когда это будет и так далее, я склоняюсь к мысли идти в обычных каких-то кроссовках, ну, может, трекинговых. Вот у меня сейчас Hoka на данный момент есть обычная, с таким простым протектором. Я вот пробую на тех грунтах, которые там будут потенциально у меня на пути Якова попадаться. И я думаю, что вывезет. Но протекторы Hoka довольно слабые и стираются очень быстро, поэтому тут тоже надо как бы думать над этим. И склоняюсь пока что к тому, что нужно иметь какую-то пару, возможно, сандалий или чего-то такого, типа киновских с закрытым пальцем. Я только такие приемлю, как бы в обычных я вообще не хожу никогда в сандалях. Потому что ударить палец, что-то я как-то то ли имел опыт такой, не знаю, ну как-то для меня это прям вообще too much. Если открытые сандали куда-то идти, это нереально. Ну там может там по дому походить, по асфальту в городе, это еще да, но у меня как-то так не доводилось. То есть вот думаю насчет кинов, чтобы идти в них, когда дождь как раз. Если я вижу, что начинается дождь и погода при этом позволяет, переобуваться в ту обувь, которая очень быстро высохнет, и идти в ней короткий период, да, чтобы она намокла, потом кинул ее на рюкзак сушиться, допустим, а идешь в своих сухих кроссовках, когда дождь перестал. Либо же, если ты идешь в дождь, то с ними нифига не случится, потому что это по сути сандали, да. Вот пока такая у меня только в голове схема вырисовалась. То есть все свои гортексовские кроссовки, полуботинки и прочую фигню однозначно я, наверное, в этот движ не возьму. Вот. По поводу ходьбы в Хоке, ну, как сказать, из-за того, что я обувь меняю постоянно, допустим, во-первых, я узнал в последней поездке, что у меня шпора, оказывается, на правой ноге есть, на пятке. Я об этом не знал. То есть, ну как, может, когда-то она там в молодости очень давно появилась, и что-то там какой-то бугорок образовался, он там побаливал, может, какое-то время. Это я сейчас уже вспоминаю, вроде было такое. А сейчас я вижу, что это, ну, такая себе нормальная шпора, которая протирает при длительном периоде ходьбы, протирает мне кроссовок сзади. Вот я во все свои путешествия, последние поездки брал как раз Миллер и Шелд технология. Ну, то есть это и не мембрана, это что-то такое там от Nike, в общем, серединка на половинку. Я так и не разобрался, что это из себя представляет. Вот, и, ну, в общем, они держат легкий дождь. Entschuldigung, ich nicht spreche Deutsch. Вот, что они из себя представляют, поговорил по-немецки с бабулькой, она хотела дорогу спросить, а я ничего не могу подсказать. Вот, значит, о чем я? О том, что... так, ладно, сейчас перейду. Так, преодолел я дорогу, значит, ну, вы можете оценить мои навыки в немецком. То есть сказать, что я там не говорю, и то, как бы, да, там, что попало, я и наляпал. Ну, общий смысл она поняла. Нет смысла, как бы, со мной дальше продолжать диалог. Вот, так, на чем я остановился? Блин, я забыл. Ну да, и из-за того, что куча разной обуви, я ходил то в Under Armour, то вот в Хоке. В общем, вот эта шпора мне натер я на ней мозоль в последней поездке, как раз в этих Миллерах своих, Найках. Они, во-первых, я всегда Nike ношу 44, хотя у меня размер 44,5, но мне как-то в основном в большинстве моделей всегда было комфортно, потому что я не ходил в большие объемы. Вот. Так, пройтись куда-то по делам мне было норм. Но когда я начал в них ходить, да, там километражи, то оказалось, что трет вот эту шпору, там туда-сюда, какие-то нюансы. Соответственно, приехав из этой последней поездки, я сразу загорелся тем, что надо повышать мне ходовые нагрузки, и вот задумался крепко об Святом Иакове. Ну, одел Under Armour, которые нормальные по размеру. Попробовал в них там десяточек километров пройтись, так, ну, пару часов пойти погулять. Ну, я начал с таких объемов приблизительно там 5. Я вот как приехал, ноги еще не отошли, грубо говоря, я сразу не дал им отдыхать. И там на следующий день опять уже сразу вывалился, пошел десятку, по-моему, прошел. После там на предыдущем, несколько там последнем моем было в Париже, там, ну, может, 20, да. Вот, и сразу там десяточку прошел в Under Armour и натер благополучно мозоль на левой ноге на пятке. Окей, заклеил, проколол, в общем... Думаю, так, Under Armour это классно, но они мало, наверное, практичные.
Попробую еще Хоку, может она типа, ну такая как зефирки, типа, будет нормально, если их на дальняк брать. Ну хотя бы, думаю, попробую, как оно на большом. Ну, соответственно, теперь же с мозолем после андеров влез в эту Хоку. И все равно ты идешь подсознательно, ногу ставишь по-другому. Короче, натерлись в другом месте, на левой ноге мозоли. То есть тот шпора-то на правой уже зажила у меня во всех кроссовках, правая вообще не беспокоит. А вот левая, получается, теперь страдает круговыми мозолями. То есть первые натертые от этого, потом уже они же спровоцировали уже вторые, потому что ногу как-то ставишь по парабольному. Ну, в общем, вот так вот. Но это все только радует меня, потому что вот эти незаменимые нюансы в длительном путешествии лучше не испытывать. Лучше сразу их понять здесь. Пускай ноги там где-то загрубеют в определенных местах после мозолей. И я уже буду понимать, что и как, с чем я мог бы столкнуться, да, или столкнусь, я думаю, обязательно, все равно при больших нагрузках. Но хотя бы буду понимать, как я при этом иду, как себя чувствую и так далее. Ну, в общем, такие вот важные нюансы. И по обуви, что думаю, и по мозолям. Вот. Ну, а вообще, в идеале, мне хотелось бы ходить, как я и сказал, полтинник. Но это я ставлю себе на последний этап подготовки. То есть я пока хожу так, и где-то в районе, если я вот сейчас с мозолями не особо напрягаюсь, я могу идти там 6 километров в час. Это при том, что ну по сторонам я вообще лицом не сильно кручу, когда вот так вот начинаю на видео отвлекаться, либо там с чатом GPT имею слабость пообщаться, то тогда, соответственно, меньше. Ну, плюс же мозоли, вот они сейчас постоянно только заживают, я иду все быстрее и быстрее. Выходит, что да, там 5-6 километров в час я иду спокойно, прям вообще без напряга. Но это без рюкзака. Но, с другой стороны, рюкзак у меня будет, я уже сразу понимаю, что мне нужно в лайт, ультралайт уходить. То есть я буду брать минимум. И рюкзак буду покупать легкий, и возможно даже спальник поменяю. У меня есть там один на кило 600 или кило 900, но он, наверное, сильно тяжелый. Не знаю насчет спальника, короче, рюкзак нужен, мой 3-килограммовый, там по глупости купленный когда-то, вообще без толку простоявший, здесь точно не подойдет, нет смысла. Вот, палатку буду брать тоже, наверное, из ультралайтов каких-то, не знаю, ветер, блин. Да, ну и, короче, вот вес будет у меня приблизительно, я рассчитываю, что ну не больше 10 кг, а такой вес у меня был в моей последней поездке в обычном Under Armour рюкзаке городском, даже он может спортивный, но в общем без разгрузки на пояс, поэтому более-менее нормальный рюкзак прекрасно, я думаю, пойдет, и с этим даже весом, я думаю, я буду проходить в тех же параметрах, как я искал, 5-6 километров. Ну и план у меня вырисовывается такой вот, хотя бы сейчас подготовительный. То есть я планирую ходить 2 часа до перекура, час перекура, потом опять 2 часа, или даже 2,5-2 часа отдыха, это обед, там даже может подремать, и потом, короче, остальные 4,5-5,5 часов разделять опять на 2 отрезка. То есть где-то в среднем между 2 часа ходу, час отдыха и так далее. Ну там даже больше. Вот это идеальный для меня вариант дойти в подготовке до таких объемов, что я мог пройти за ходовой день, полтинник, и на следующий день встать спокойно и желательно пройти еще. Ну я думаю, что я никуда не рыпнусь, пока я не смогу так сделать пару раз подряд. Вот. А проверить я это хочу вот как раз на Гарце. И мне до него как раз около 100, и там есть такой сайт One Night Tent, или как это называется. То есть это сайт людей, которые сообщество людей, которые разрешают ставить палатку у себя в саду, условно говоря. Здесь же с диким кемпингом все плохо, но есть вот такие вот волонтеры, добровольцы, любители, которые, слава богу, идут на такие шаги. Это пока тоже все в теории, я ни с кем еще не списывался, я понимаю, как это работает. В общем, у меня есть карта этих всех мест, и там так вырисовывается, что как минимум одну ночевку, если я все-таки смогу, да, до такого объема ходового подняться в тренировке, что полтинник я пройду, тогда мне одна вообще ночевка нужна перед самим Гарцем. И там в Гарце тоже несколько палаток таких есть, но я там буду смотреть как-то, может дикарем уже буду пробовать где-то остановиться. Ну, чтобы вы понимали, я даже в палатке никогда не жил. Ну, то есть, может, там в какой-то лет 15, когда мне было, там в какой-то пьяной вылазке я и участвовал, там в ночевке в палатке, но этого не помню. У меня вообще, ну, я допускаю, скорее всего, так было, потому что молодость у меня была
условно буйная, то есть там алкоголя и наркотиков, травки всякой было очень много, поэтому есть пара лет, которые я вообще смутно помню из своей молодости. Так что там была, наверное, ночевка в палатках, но явно не такая, которая сейчас нужна. Вот, поэтому для меня все будет вновь. И с рюкзаком ходить долго, и в палатке ночевать. В общем, все эти прелести я познаю уже во взрослом возрасте довольно-таки. А я бы сказал, уже чувствую себя старым. В свои там 41. Вот. Так что, ну, план такой вот. То есть доходить, дотренироваться до полтинника и на следующий день хотя бы там какую-то 30-ку и не сдохнуть. Я думаю, на том этапе у меня уже будет отличная выносливость. То есть тут же до этого полтинника я буду повышать последовательно. Сейчас я хожу там по 10 вообще без напряга в день. И как бы и не замечаю, ничего не болит. Ну, кроме этих мозолей, все окей. Ну, то есть, соответственно, я теперь буду добавлять еще там часик ходовой накину. Потом уже буду ходить 2, возвращаться домой, там покушал, передохнул. Еще пошел 2, прошел. Уже будет 20-ка, да? Ну, то есть, таким вот методом накидывания, как всегда я все делаю. В основном стараюсь попу не рвать сейчас, когда постарел. Вот. Ну и я думаю, уже тогда можно будет дернуть в этот гарц. Это будет летом, а может даже, дай бог, к концу мая. И там тогда все станет на свои места. Это будет почти недельное путешествие, то есть туда 2 дня, да, там пару дней красоту всякую посмотреть, горную минимум, ну и вернуться. Вот, и вот тогда я уже пойму, получится у меня Якобсвег или нет. И тогда уже будет дело за малым. То есть ходовые нагрузки, значит, я буду воспринимать, да, та же неделя она покажет, буду или нет. Покажет, что нужно доработать, что по снаряжению нужно допилить, допустим. Покажет также, что по моему самочувствию, может там по каким-то нюансам здоровья. Ну, в общем, планы вот такие. Как говорится, расскажи свои планы Богу, чтобы он посмеялся. Вот. Поэтому рассказываю телефону. Может, это не так работает. Ну, в общем-то, вот такие дела, ребята. А я пошел обедать. Я пошел на 2-й круг уже сегодня. Побыл дома, пообедал. Пару часиков провел дома. И сейчас вот решил все-таки сегодня добить общий ход до 20 км. Чувствую себя отлично, ничего не болит так глобально. Мозоли мои подзажили. Левая нога работает почти хорошо. И вот пока шел, пару километров прошел уже сейчас после обеда, иду и думаю, столкнулся с небольшой дилеммой, так сказать. Я вообще такой человек, типа 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Очень люблю все продумывать, очень много думаю, любое дело новое, я 100 раз его проанализирую. И обычно это все заканчивается тем, что я все обдумал, как бы его уже в голове по-всякому обмусолил и пришел к выводу, что делать его не нужно. В общем, такой вот я работяга. Ну, по факту, как бы шутки шутками, но так оно приблизительно и есть. Куча моих там каких-то начинаний в бизнес-плане или еще чем-то обычно так и заканчиваются, или там идей каких-то грандиозных. То есть я все продумал, пропланировал и на этом забросил. То есть мне сам этот процесс планирования важнее, чем результат. Вот. Так и в чем дилемма? В том, что... Блин, красиво, конечно. Такие вот у нас тут лесочки. Ну, это, по сути, как бы только я с района городского вышел. Зеленая зона такая. Вот. В чем дилемма? Дилемма в том, что я всегда планирую свои поездки. Вот эти небольшие по городам тоже я тщательно пропланировал, во сколько вышел, куда пошел, во сколько нужно выйти оттуда. И в городах оно, особенно последняя поездка, я как бы немного подзатупил, и все дело не вовремя, и там осталось мало времени на планирование, я так в смятом режиме это делал, и в общем-то кое-где там не подрасчитал, то есть я забыл, что надо не только прийти на точку, но еще там посмотреть все, как бы понаслаждаться видом, пофотографировать, там что-то поснимать. Вот, и выпадал из графика постоянно, там часа на 1,5-2 я выбивался. Это я к чему? К тому, что такое большое путешествие, как Якобсвег, соответственно, с моей натурой тоже возникнет желание планировать
очень-очень скрупулезно и дотошно. Соответственно, 2500 километров, пускай там в среднем, ну, если я буду идти по 35, пускай по 30 километров в день, да, в лучшем случае, это с тем, чтобы успевать осматривать какие-то города интересные или места. Вот. Да, ну даже это я, наверное, сильно обращу, там может даже 25-30. То есть то, что я раньше говорил, я хочу идти 50, это имеется в виду, что я должен способен быть идти 50 в тех местах, где, ну, между пунктами населенными где-то, ну, то есть я должен как бы четко уметь регулировать свою скорость хода, объем и так далее. Вот. И, допустим, вот иду я хорошо 30-ку. Я же это все, весь этот путь сейчас уже в своей голове начинаю крутить и представлять, как я буду его пропланировать. То есть вот я условно вышел там из своего города, я уже точно должен знать, где я буду ночевать в конце дня. То есть я найду по карте вот этих палаточных мест, о которых я говорил. One Night Tent. One Night Tent, по-моему, так называется. Вот, соответственно, вот я знаю, вечером я ночую там, допустим. Вот там ходу туда 30 км, окей, пошел. Все, там списался с человеком, договорился, короче, заранее, да, там сказал ему даты, все. Когда я приду, он там мне подтвердил, окей, типа я на это рассчитываю. Плюс я должен, опять же, рассчитывать альтернативу, если он откажет, либо он что-то у него потом поменяется. То есть я должен уже знать, где я там по-дикому стану, там, на церковном дворе или еще где-то. Ну, короче, какие-то у меня варианты должны быть запасные. Потому что натура такая. То есть я не могу идти как бы с бухты-барахты. Первый день что-то пойдет не так, и дальше весь план посыпался, типа того. Это же я не говорю вообще там о еде, о каких-то вот таких вещах там. То есть у меня уже в голове там грандиозные планы, как я купил вакууматор, этот дегидратор, короче. Ну, я человек сам очень по себе как бы самодисциплинированный в некоторых вещах, конечно. И у меня четкий очень распорядок дня. Там я встаю, 3 года в одно и то же время, без там 5, грубо говоря, зарядки, все дела. То есть у меня график дня четкий очень. То есть для меня не будет проблемы. Я знаю, что я когда ем. То есть питание у меня тоже там своя как бы диета расписана, которой я придерживаюсь. И с этим никаких проблем у меня нету. То есть теоретически я могу себе даже запас питания сделать вообще на весь этот, как бы на весь путь. Ну, а фактически его, конечно, надо будет проверить на вот этом походе в Гарц, потому что никогда я в жизни не ел там восстановленное кипятком питание, да, дехидрированное и так далее. Ну, понятно, что я там буду учитывать какие-то города большие, в которых есть нормальные супермаркеты, чтобы дешевле покупать еду, которая мне нужна будет свежая, все равно же. Ну, то есть очень-очень скрупулезное будет планирование. Так вот, дилемма в голове такая. Если я все настолько, пропланирую, залипну, это ж сколько надо планировать? Если идти там условно 100 дней, то сколько дней я это буду планировать? Я, короче, испугался, я это решил записать, зафиксировать этот свой страх, сейчас, чтобы потом не забыть, как это все планировалось. Потому что я чувствую, что я все равно пойду, но сам факт таких, размышлений, это, конечно, интересно. Как бы мне с такими прогулками клещей не насобирать. Тут прям, мне кажется, для них отличное местечко. Вот тут классно. Хотел я погулять пару часиков, но вижу, что, наверное, затянется прогулка. Вот здесь вот справа гольф-поле, и оно огромное, огороженное, то есть мне придется его обходить. Вернее, я уже его обхожу. И тут как бы альтернатив по лесу не особо есть. В общем, маршрут выйдет подлиннее, наверное. Хотел еще вернуться к этой дилемме, да, планирования. То есть я так сам себе думаю, это скрупулезное и нудное планирование, оно же по сути убивает весь авантюризм путешествия, да, кому-то покажется. То есть, ну, взял там рюкзак, да погнал. Ну, что-то там базовое посмотрел, как туда-сюда. Но с другой стороны, я как бы такой человек и по-другому не могу. И даже если бы я был и там чуть менее, да, дотошный тошнотик, то все равно это реально опасно в наше время и в моем возрасте такие странствия без подготовки пускаться. Вот. Поэтому, как бы, а что мне делать, если я такой тошнотик и мне надо, все попланировать?
Поэтому как бы вариантов других не вижу. И то, что я сказал, там вот это ж типа, где я ночую и все такое, это ж только вершина айсберга. На самом деле там у меня уже в голове такое вырисовывается. То есть запасы еды на всю дорогу, да, с учетом той еды, которую буду покупать. Остальное все, что дегидрированное, нужно завакуумировать, взять с собой там где-то какую-то часть, да, не особо тяжелую на первое время, там, я не знаю, там на пару недель. Я думаю, я смогу взять как минимум там завтраки какие-то, сухомясо и так далее. Вот. А то, что на дальнейший путь нужно будет подготовить в посылках, да, и отправлять там потом по маршруту, чтобы жена отправляла по моей команде куда-то, ну там в ту же условную Испанию, допустим. Я вижу, что я там буду в каком-то населенном пункте по графику там через 3 дня, и я вижу, что я графику этому соответствую, и, допустим, ориентируюсь на то, сколько едет посылка ДХЛ и сколько она может на отделении храниться, да? Тогда я ей даю команду, она отправляет. Я прихожу в этот НП и получаю свою посылку с дальнейшей едой, там, одеждой какой-то, либо что-то тоже ей отправляю. Ну, в общем, вот так. Даже банально, я сейчас с первой прогулки сегодня прошел, посмотрел на подошву кроссовок, и мне кажется, что вот буквально за несколько дней протектор уже нормально так полинял. Ну, у Хоки это болезнь как бы родовая травма, плохая подошва. Ну, вернее, сейчас все кроссовки такие, не рассчитаны на какой-то сверхпробег, там они должны отработать свои там условные 500 километров, да, и все, на выброс. Это понятно. Ну, то есть даже если я, исходя из этого, подобрал себе пару, да, в которые пойду, допустим, пускай это будет какая-то Хока, там, не знаю, Клифтон 8, да, соответственно, мне их на маршрут 2500 километров нужно. Сколько будет пар? Ну, там, 3-4, да? Ну, я ж не могу, типа, идти, потом уже дырка вытерлась и все. И как бы я стал, потому что мне нужно купить какую-то обувь, да? Меня ж там вряд ли будет где-то ждать на том отрезке новая пара Клифтона 8. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Я, наверное, сейчас вернусь и сфотографирую подошву, в каком они состоянии. То есть потом по дате фотки я просто посмотрю, сколько я на них прошел, да, и сколько от них осталось. Плюс вот это Гарц, я думаю, тоже даст уже какое-то понимание расхода обуви. И тогда, наверное, надо будет запастись и обувью, да, и приготовить ее отправку. Ну, в общем, вот такие безумные мысли в голове крутятся. Потому что, ну, это, блин, подумать, ну, это просто кринж. Что творится. Все распланировать, это год планировать, 100 дней идти называется. Но, блин, мне эта задача прямо очень интересна. Вот люблю я такое. Да, весело.